Недавно компания Nitsvar провела онлайн-презентацию, показав свой новый, просто шикарный робот-пылесос U1 Max. Количество зрителей, кстати, достигло 226 тысяч человек, что подтверждает большой интерес к новинке. Но в чем же дело? Почему какой-то очередной умный пылесос привлек к себе такое внимание? Оказывается, это не просто проходная модель или флагман по заоблачной цене, а полностью автоматизированный комплекс для уборки по впечатляющей низкой цене с очень необычной базой самоочистки, имеющей цветной дисплей, которая всасывает пыль из контейнера пылесоса и периодически тщательно промывает его крутящие швабры, а в момент зарядки еще и сушит их теплым воздухом. Конечно же, имеется возможность подключения к системе умного дома и еще, наверное, штук 5-6 интересных фишек, о которых я вам сейчас обязательно расскажу. Будет очень интересно и, скорее всего, такого вы еще не видели. Итак, пылесос приходит в огромной, просто огромнейшей коробке. На ней имеются вот такие схематичные веселые рисуночки, крупная надпись Nitsvar, а под ней надпись «Сила урагана на страже вашей чистоты». И давайте же посмотрим, что у нас внутри. Первым делом нас встречает вот такая вот краткая инструкция по настройке Wi-Fi. Здесь есть QR-код для скачивания мобильного приложения. Все написано по-русски. Поднимаем вот эту подложечку мягкую. И здесь мы видим такую большущую базу для самоочистки, а по бокам есть две коробочки. Давайте начнем с той, что поменьше. Здесь у нас тоже Nitsvar, сила урагана на страже вашей чистоты. Распаковка. И внутри у нас было очень много всего интересного. Во-первых, это кабель питания с европейским типом штекера. Далее есть вот такая классная белая щетка для того, чтобы мыть вот эту вот подставочку. Имеется 4 запасных мешка для сбора мусора. Каждый оснащен заслонкой, чтобы при извлечении у вас не просыпалась из него пыль. Парковочная площадка для робота-пылесоса имеет следующий вид. Здесь предусмотрены вот такие специальные рельсы для заезда робота-пылесоса на базу самоочистки. По бокам имеются два каких-то специальных удерживающих устройства. Также есть и какие-то специальные штыри или грабли, не знаю как их назвать, которые будут промывать диски на пылесосе. То есть в эту ванночку набирается вода, диски вращаются и за счет этого очень хорошо промываются. Но снизу нет ничего, даже отсутствуют резиновые ножки, которые так любят ставить все производители подобных роботов-пылесосов. Теперь переходим к коробочке поменьше. Здесь имеется даже цветное фото нашего пылесоса, контакты гарантийного ремонта и горячей линии. Сверху есть удобная ручка, и я так полагаю, что здесь находится сам робот-пылесос. Да, здесь у нас не только робот, но еще и целая куча комплектующих. В общем, имеется две запасные тряпочки, два диска с магнитной фиксацией, на которые уже установлена тряпочка. Далее мы видим руководство пользователя. Оно также полностью на русском языке. Далее мы видим две боковые щеточки. Они у нас трехлучевые с вот такими кисточками. Также немаловажно, что в комплекте имеется хотя бы один вот такой запасной HEPA-фильтр. Ну а здесь у нас находится сам робот-пылесос. Пылесос, конечно, очень красивый, но я заметил, что с него немножечко капала вода. Я связался с китайцами, которые отправили мне его для обзора, и выяснил, что это одна из первых моделей, так сказать, сошедших с конвейера, а эти экспонаты китайцы очень тщательно проверяют перед отправкой на обзор. Убираем защитные пленочки, и спереди у нас какие-то очень крутые, мощнейшие инфракрасные датчики. Выглядят они реально круто. В таком исполнении я этого еще нигде не встречал, честно сказать. Будто бы два таких глаза. Сбоку есть еще один инфракрасный датчик, он нужен нам как датчик стены. На противоположной стороне есть аналогичный. Бампер здесь прорезиненный, так что себя и вашу мебель он портить не будет. Перед использованием не забывайте убирать вот эти заглушечки транспортировочные. Кстати, бампер здесь, разумеется, подпружиненный. Имеется башенка лидар. Сверху у нас есть три резиновые такие приятные кнопочки. Первая — это возврат на базу самоочистки, вторая — включение-выключение, и третья — активация Wi-Fi. Переворачиваем пылесос и видим здесь два контакта для подзарядки. Отверстие для выхода воздуха. Вот в это отверстие, скорее всего, подается чистая вода. Ну а резиновая заглушка здесь нужна для того, чтобы прикрывать отверстие, через которое база самоочистки будет выкачивать мусор. Что интересно, сверху здесь нет никакой крышки, просто снимается вот эта верхняя часть. Она здесь на очень мощных магнитах. На мой взгляд, очень интересное и правильное решение. Так, здесь у нас китайцы поставили кучу наклеечек о том, что пылесос прошел различные тесты. Имеется маленькая щеточка с лезвием для очистки робота-пылесоса от намотанных волос. А еще здесь есть контейнер-пылесборник, который имеет очень-очень компактный вид.
Кстати, здесь имеется наклеечка, на которой также на русском языке написано, как работать с пылесборником, как его очищать, открывать и так далее. А вот здесь у нас видны те самые следы тестирования китайцев. Даже немножечко появилась плесень. Да, видимо, китайцы помыли фильтр, не досушили его до конца и положили на место. Ну, ничего страшного, к тому же в комплекте есть запасной HEPA-фильтр. Да, в принципе, и с этим тоже ничего страшного не будет. Каждое отверстие вот здесь и вот здесь имеет специальные такие резиновые прокладки. Кстати, весь корпус изготовлен в матовом исполнении, за исключением верхней крышки. Ну что, снизу у нас, как обычно, два прорезиненных, подпружиненных таких мощных колеса. Вот сюда одевается боковая щетка. В эти отверстия устанавливаются наши диски с тряпочками. Происходит данный процесс очень легко. И диски держатся прям очень даже хорошо. Ну, здесь, как обычно, одно поворотное колесо, 4 датчика опрокидывания. Ну и, конечно же, есть турбощетка с вот такими лепестками для более плотного притяжения. Ну а сама турбощетка здесь довольно простая, щетинисто-лепестковая. Вот эти вот штучки по бокам, к сожалению, не снимаются, но думаю, что китайцы этот момент предусмотрели и волосы сюда наматываться не будут. Собираем все в обратном порядке, устанавливаем боковую щетку заранее. И теперь будем осматривать базу для самоочистки. Друзья, ну а база для самоочистки здесь, конечно, удивительная. Во-первых, у нас здесь имеется небольшой цветной дисплейчик, 3 сенсорные кнопки управления. Сбоку вот таким движением извлекается емкость для чистой воды. Здесь целых 5 литров, бак полупрозрачный. Причем даже букву L китайцы умудрились перевести на русскую, что очень даже прикольно. Внизу стоит клапан, через который вода будет поступать к роботу-пылесосу, а сверху здесь нарисована такая капелька, есть специальная кнопочка, емкость открывается и сюда заливается вода. Теперь вот в этом месте мы можем поднять крышку. Сюда ставится мешок для сбора мусора. Вот он. 4 таких мешочка у нас имеются в запасе, как вы помните. Слева у нас бак для грязной воды. То есть после уборки вы его достаете и сливаете отсюда грязную воду. Конструкция у него немножечко другая, а объем здесь поменьше. 2 клапана стоит сверху, а крышка открывается уже таким способом. Здесь есть даже специальный поплывок, который будет информировать нас о наполнении этой емкости. Ну и в общем-то крышка здесь тоже по периметру имеет резиночку, чтобы все было плотно и ничего ниоткуда не вытекало. Ну а по центру здесь имеется такой небольшой багажничек. По центру имеется такая небольшая перегородочка. И сюда вы можете сложить, например, запасные диски, а также мешки для сбора мусора. В общем, здесь китайцы опять же молодцы. Если мы посмотрим на пылесос с лицевой стороны, то здесь, в общем-то, ничего удивительного нет. Просто надпись Nizwar и вот здесь такая огромная пещера, куда будет забираться робот-пылесос. Внутри здесь есть инфракрасный датчик, с помощью которого пылесос будет парковаться в этом месте. Специальное отверстие, опять же с резиновым уплотнением, через которое вся пыль и мусор будут попадать в пылеприемник. По бокам есть 2 направляющих резиновых колесика, а по центру также 2 подпружиненных контакта для подзарядки. Чистая вода у нас подается через вот эту форсунку, а грязная будет уходить вот в это отверстие. На правой стороне у нас нет ничего, за исключением инфракрасного датчика, который нужен для парковки пылесоса. На противоположной стороне тоже есть датчик, а еще здесь очень хорошо просматривается емкость для чистой воды. На обороте есть гнездо для кабеля питания 220 вольт. Вот такая вот штука, куда вы можете намотать излишки кабеля. Еще здесь расположились отверстия, которые необходимы для выхода воздуха при сборе мусора из пылесоса. А вот здесь в углу есть еще какие-то отверстия, но что это, я пока не понимаю. Очень похоже на какую-то решетку вентилятора, либо же это подсос воздуха, а может и какой-то динамик. В дальнейшем попробуем с этим разобраться. Ну а что же здесь снизу? Да в общем-то ничего. Именно здесь у нас имеются резиновые ножки, поэтому на самой подставке под пылесос их нет. Они там не нужны, а нужны они именно здесь. Теперь я покажу, как это все выглядит в собранном виде. Мы берем парковочную площадку для пылесоса и вот таким движением ставим ее на свое посадочное место. Также не забудьте, что вот эти крючки нужно еще и поставить на свое место. Просто нажимаете на них с 2 сторон вот в этом месте. Все, теперь эта часть очень надежно держится и никуда не денется. Если нужно снять, то просто нажимаем на эти кнопочки. В итоге могу сказать, что получается очень круто и внешний вид у него просто нереальный. Ну что, пылесос я подключил, даже заправил полный бак воды 5 литров. И вы только посмотрите, какое приветствие при включении у этого пылесоса. Загорелся дисплей, подсветка клавиш.
Пылесос с любовью разговаривает на русском. Привет, мастер. Далее, приложение я скачал, уже подключил, все делается как обычно, элементарно. Приложение полностью на русском языке, о его функциях мы поговорим позже. Ну а для начала давайте построим карту с помощью функции «Быстрое построение карты». Она у нас вот здесь. Все, пылесос готовится строить карту. Поехал, сейчас покатается по всем доступным комнатам. Моющие швабры он не смачивал. При этом они у него подняты сейчас кверху. Он просто катается и смотрит, что у нас где стоит, где у нас границы стен и так далее. Прошло примерно пару минут, и вот такая у него уже получается карта. В общем-то, катается он очень шустро и, по-моему, даже точно строит карту. Все, он закончил строить карту. Вот так у него подняты швабры, примерно 2 сантиметра здесь от пола. U1 Max оснащен вращающимися валиками, которые имитируют работу профессиональных устройств для уборки торговых центров. Благодаря высокой скорости вращения и увеличению давления он плотно контактирует с поверхностью пола, при этом быстро удаляя пятна и пыль, придавая вашему полу свежий вид. Робот-пылесос оснащен лазерной навигацией и хорошо сканирует помещение. У него нет беспорядочного движения или столкновений с предметами. Он не бьется как дурачок о стену или двери. К тому же в устройстве есть двухлинейная лазерная навигация и система ТОВ-датчиков, которые легко определяют расстояние до стены или предмета. Построение оптимального маршрута уборки сокращает время всего процесса и сохраняет уровень заряда батареи. Кстати, аккумулятор здесь очень емкий, на 5200 мАч. При минимальном расходе заряда батареи время работы может составлять до 2 часов. На зарядку от 0 до 100% потребуется около 4 часов. Уровень шума при максимальной мощности всасывания составляет умеренные 65 дБ. Ну что, друзья, вот такая получилась карта у пылесоса. Пылесос автоматически разбил все комнаты по цветам. Заряд батареи сейчас 87%. И я предлагаю начать ему сейчас режим подметания и мытья. Режим очистки, то есть мощность, я поставил на предмаксимальный уровень. Уровень подачи воды я поставил на средний. Емкость для воды у нас полная, 5 литров. А значит, теперь мы смело можем приступать к уборке. Пылесос начинает уборку. Пока что швабра поднята, вот он их опустил и пошел убираться. При этом моет пол. Вдоль стены он двигается аккуратненько, довольно плотно прижимается к плинтусу. Вот видно, как щетка выметает у него прям вплотную. А также моются полы при помощи вращающихся наших тряпочек. Здесь очень хорошо видно, как он хорошо моет пол. Посмотрите, полы прям очень сильно мокрые. Но я не скажу, что здесь прям капли воды лежат, но смачивает он обильно. Возможно, даже придется поставить уровень подачи воды на минимальное значение. Вот смотрите, как он хорошо прошел здесь. Кстати, вот с лестницы он не падает. Значит, датчики у него отрабатывают хорошо. В общем, мне показалось, что он немножечко сильно все-таки переливает воду, поэтому я поставил подачу на минимальное значение. В принципе, диски прилегают очень плотно к полу, а значит, какое-то трение они там по-любому создают. Вот смотрите, общая картина какая уже получается. Да, полы моет он, конечно, очень хорошо. Он не просто смачивает, как это делают роботы-пылесосы, у которых швабра не вращается, а здесь диски вращаются, и за счет этого эффект получается просто шикарный. Хотя вот здесь вот небольшая даже капелька воды видна. Не знаю, откуда она капнула. А так, в общем-то, нормально. Причем, что интересно, этот робот-пылесос перекачивает из базовой станции в себя какое-то количество воды и в процессе уборки постепенно подает ее на моющие швабры. Если кто помнит, у меня уже был обзор на аналогичный робот-пылесос Litsta W2, и там технология была немножечко другая. Там пылесос просто каждые 7 минут заезжал на док-станцию, промывал свои тряпочки, и пока они влажные, он ездил и как бы убирал пол. Потом он возвращался опять, промывал их и ехал дальше убирать. Так он делает, по-моему, каждые 7 минут. А у этого робота я поставил каждые 10 минут. Но при этом он еще воду в себя набирает.
Короче, тут немножечко разные процессы идут, но итог получается примерно плюс-минус одинаковый, но здесь мне, если честно, нравится больше, потому что здесь он прям воды вообще не жалеет. Так, а теперь он заехал в ванную, и при заезде на ковер он автоматически повысил мощность на максималку. К тому же швабры у него прижались вплотную. Здесь лежит такой пушистенький ковер, длина ворса примерно 3 сантиметра. И смотрите, как он двигается по нему. В принципе, довольно неплохо. Смотрите, съехал, мощность уменьшилась и опять включились швабры. В общем, все эти процессы у него работают очень хорошо автоматически. Вот смотрите, заехал, повысил мощность, прижал диски, съехал, опустил. Все четко. Все, поехал промывать швабры. Прошло 10 минут после начала уборки. И посмотрим, как он это будет сейчас делать. Причем, когда он двигается к док-станции, то снова поднимает свои швабры. Давай, давай, давай. Так, все, встал, красавчик. Теперь будут мыть швабры. Вот здесь у нас показана индикация, что идет очистка швабр. Что-то у него там булькает. Сейчас он их помоет и поедет дальше убираться. Вот здесь даже видно, как он выкачивает грязную воду вот в этот контейнер. Прям плюхает так сильно там. Слышно, как он раскрутил сильно диски. Чем-то напоминает стиральную машину. Возможно, сейчас он их сильно раскручивает, чтобы сбросить лишнюю воду после мойки. Чтобы с них не текла вода, а они были просто влажные. Но сами звуки напоминают, конечно, стиральную машину. Интересно. Все, в общем, прошло минутки 3. Швабры помылись, и он поехал убираться дальше. Смотрите, диски пока что не опускает. Здесь-то полы у нас помыты. А вот здесь он их уже опустил. Все, пошла влажная уборочка. Тряпки у него, конечно, смачиваются капитально. Опа, заехал на ковер, швабры поднялись. Мне прям нравится, как он двигается по ковру. Были у меня пылесосы, которые просто застревали при заезде на этот ковер. Но для этого этот ковер не проблема. Скачет по нему как сумасшедший. Все, теперь он приступает к уборке последней комнаты. Такая получилась карта. Белая линия — это то, где он уже прошел. Синей точкой обозначается сам пылесос, а зеленая — это у нас док-станция. Под кроватью хорошо полы помоет. Это то, о чем я мечтал. Вот смотрите, как он хорошо обходит шторы. В принципе, не касается их даже. Следовательно, лидар у него работает отлично. Все, опять пошла моечка у нас. Что мне понравилось, на дисплее отображается вообще все. Убрали бак с водой, он об этом нам говорит. Поставили бак с водой, он тоже об этом говорит. Бак для воды пустой, он тоже говорит. Точно так же и здесь. Убираете контейнер с грязной водой, он об этом говорит. Контейнер полный, он тоже говорит. Поставили на место, он опять говорит. Мешок для мусора полный, он об этом говорит. Мешка нет, говорит. Мешок поставили, говорит. Короче, говорит просто обо всем. Здесь постоянно написано, что произошло, и отображается разная вот эта вот анимация. Сенсорные кнопки эти отвечают: первая за самоочистку, вторая — начать уборку или поставить на паузу, третья — это возврат пылесоса на док-станцию. На телефоне тоже отображаются все текущие процессы. Вот смотрите, написано: станция для зарядки пополняет воду и чистит швабру для пылесоса. Так, теперь давайте я покажу вам режимы работы. Вот смотрите, это сейчас у нас предмаксимальный, теперь ставлю на тихий. Вот так вот он работает в тихом режиме. В принципе, вообще не громко. Объезжает цветочек, смотрите, какая. Просто как циркулем обвели. Полы очень чистые становятся, очень просто. Теперь поставим низкий. Немножко прибавил громкости, но не сильно. Теперь предмаксимальный и режим турбо.
Ну, здесь, конечно, уже слышно, что он качает на всю. Ну, для ламината этого много, поэтому можно поставить и такой. Даже на низком уровне его бы хватило. А как же он реагирует на препятствия? Опа! Сразу увидел. И начинает объезжать. Круто. Влажная уборка, конечно, у него шикарная. Единственное, иногда оставляет после себя вот такие маленькие капельки. Вот видно. Но они потом быстро высыхают, поэтому, в принципе, это не критично абсолютно. Вот, пожалуйста, прошло 30 минут, и пылесос в третий раз поехал промывать свои тряпочки. Убрано 31,8 квадратных метров, заряд батареи 34%. Причем, что интересно, когда он моет свои тряпочки, то аккумулятор у него подзаряжается. Итак, уборочка завершена, но сейчас мы остановим пылесос и посмотрим, что он там насобирал. Всего лишь 2 дня назад я делал уборку своим прошлым пылесосом из другого обзора. И посмотрите, сколько он уже насобирал здесь пыли, шерсти от кошки, волос и прочего мусора. Офигеть. Где он это находит, я не понимаю. Но это, считаю, очень хороший результат. Однозначно. Все, заехали. Вот так довольно быстро он собрал пыль в базу. Ну что, свои тряпочки он благополучно помыл, а теперь идет сушка. Вот здесь написано сушка. Сзади это у нас, оказывается, был здесь вентилятор. Вот я его закрываю, меньше шумит. В общем, здесь он закачивает холодный воздух, немножечко его нагревает. И вот здесь чувствуется, как такой еле-еле теплый воздух дует, с помощью которого сушатся наши тряпочки. Так что плесень и микробы появляться здесь не должны. На все про все у нас ушло чуть больше, чем 1 литр воды. Вот осталось почти 4. И теперь посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас примерно 1/4 этой емкости. Теперь я постараюсь вам показать, насколько грязная вода. Вот уже видно, какая муляка. Смотрите. Ну что, я думаю, все понятно. И каждый сделает для себя вывод, есть ли смысл в такой влажной уборке или нет. Ну, как по мне, так смысл в такой уборке однозначно есть. Ну вот немного шумновато все-таки он тряпки сушит. Вот послушайте. Вот отсюда сзади весь звук. Мне кажется, обороты бы ему не мешало убавить этому вентилятору. Ну а теперь буквально пару слов о мобильном приложении. Здесь в принципе все то же самое, что и у других аналогичных роботов-пылесосов, но все же есть кое-какие нюансы. В основном меню у нас все в принципе как и обычно, ничего удивительного. Снизу выдвигается шторка, можно выбрать режим уборки, просто подметание, просто мытье пола, либо совмещенное, как это мы делали только что. Мощность мотора, уровень подачи воды, уборку можно делать целиком, по комнатам, либо же в какой-то определенной зоне. Нажав на кнопку «Базовая станция», открывается вот такая менюшка. Здесь показан текущий статус базовой станции, идет сушка, резервуар для чистой воды полный, для грязной воды пустой, имеется функция стерилизации, и я рекомендую ее включить. А вот здесь можно выбрать, сколько сушиться тряпочкам, 2, 3, либо же 4 часа. Температуру сушки можно поставить холодным воздухом, либо же горячим воздухом, и тогда воздух прогревается до 42 градусов. Но еще есть кнопка «Начать сушку принудительно». Возвращаемся, это кнопка уборки. Здесь можно выставлять запретные зоны, виртуальные стены, все как и всегда. Нажав на эту кнопку, можно устанавливать предпочтения для каждой комнаты. Нажимаете на комнату, открывается вот такая менюшка, и выбираете настройки для каждой комнаты отдельно. Нажав на шестеренку, открывается меню настроек. Если нажать на модель пылесоса, то здесь будет информация о пылесосе. А нажав на текущая версия, можно проверить наличие новой прошивки. Пока что таковой нет. Настройки базовой станции здесь немножко отличаются от тех, что я вам показал ранее. Здесь все больше показано по разбор пыли, то есть есть
есть также функция стерилизации, можно включить автоматический сброс пыли 1 раз, 2 раза, либо 3 раза. Ну а также есть кнопка принудительного сброса пыли. Имеются настройки карты, здесь можно переименовывать комнаты, объединять, разъединять. Короче, эти функции, я думаю, вам уже знакомы. Далее настройки интеллектуальной очистки, продолжить уборку с точки остановки, уклоняться от ковра, то есть пылесос во время влажной уборки вообще не будет заезжать на ковры. Очистка ковра под повышенным давлением тоже рекомендую включить. Уборка по расписанию, режим не беспокоить, это тоже для вас знакомые функции. Техническое обслуживание расходных материалов. Здесь пока что у нас все по 100%, но со временем оно будет уменьшаться. А потом просто проинформирует вас о том, что нужно что-нибудь почистить. Далее всем известный уже пульт дистанционного управления для пылесоса, голосовые настройки, можно выбрать громкость, различные языки. Кстати, русской озвучки здесь целых 3 штуки. С завода стоит фирменная озвучка от Nitsvar, а также есть и другой женский голос и мужской голос. Есть очень крутая функция блокировки от детей, чтобы при нажатии кнопок на пылесосе ничего не происходило. Далее совместное использование устройства, история уборок и использование помощи. Также можно удалить устройство. Короче, вот такое простое, но в то же время очень функциональное мобильное приложение. Ну что, наконец-то сушка закончилась, и мы можем посмотреть, что у нас из этого получилось. Они едва-едва влажные, и посмотрите на их чистоту. Никакого мусора здесь нет, намотанных волос тоже. Теперь мы посмотрим, что у нас здесь. А здесь в принципе все сухо, но я вижу здесь немножечко грязи. Вот такая даже не грязь, а как пыль она получается. Как итог могу сказать следующее. Когда речь заходит о роботе-пылесосе с полностью автоматической док-станцией, то нужно готовить очень много денег, примерно около 100 тысяч рублей. А Nitsvar U1 Max сейчас стоит всего 42 тысячи рублей, и нареканий к качеству уборки нет. Эта модель работает на уровне с конкурентами и обладает всеми необходимыми функциями. Перечислю его плюсы. Очень чисто убирается, полностью автоматическая док-станция, высокий подъем швабр в режиме сухой уборки, полноценная русификация, богатый набор расходников в комплекте и лучшая цена среди всех конкурентов. К его минусам я бы отнес немного шумноватый режим сушки тряпок. В дальнейшем рекомендую разработчикам немного снизить обороты этого сушильного вентилятора, а пока в спальню такой пылесос из-за этого шума не поставить, ну или просто делать уборку с утра. Также немного неприятным оказалось и то, что на базе постоянно горит экран и подсветка клавиш, и отключить это круглосуточное свечение пока не получилось. Но, к счастью, все это можно решить с обновлением прошивки, если, конечно, производитель обратит на это внимание и внесет соответствующие поправки. В остальном же вопросов нет, он действительно очень классный. Только подумайте, пылесос почти не нужно обслуживать, просто заливай иногда воду в базовую станцию и опорожняй мешок для сбора пыли раз в 3-4 месяца, а все остальное время балдей на диване или занимайся более полезными делами, чем уборка пола. Ссылку на данный робот-пылесос я оставлю внизу в описании. Надеюсь, обзор вам понравился и был интересным. Всем желаю удачи и до скорой встречи.